Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф в удивительный мир Дисней. Сегодня мы исследуем удивительные места из мультфильмов Дисней, которые на самом деле существуют в реальном мире. Представьте себе, что магия Дисней выходит за границы экрана и оживает прямо перед вашими глазами. Мы отправимся в удивительное путешествие и заглянем в замок спящей красавицы, посетим башню, где томилась Рапунцель, осмотрим замок Эльзы и пройдемся по улицам деревни, где жила Белль из «Красавицы и чудовища». Готовы ли вы увидеть реальный мир в мультфильмах и осознать, что в каждой сказке есть доля правды, а наши любимые с детства истории имеют реальную основу? Тогда заваривайте вкусный чай и давайте начнем. Спящая красавица. Замок Нойшванштайн, Германия. В чащах баварских лесов и непроходимых Альп спрятан настоящий замок из мультфильма «Спящая красавица». Замок стоит на скале, окруженной лесом, недалеко от города Фюссен в Германии, рядом с австрийской границей. Необыкновенно легкое сооружение как бы парит в воздухе, возвышаясь над глубоким мрачным ущельем и напоминает скорее мираж, чем настоящий замок. Эта роскошная крепость является романтической фантазией короля Людвига II, реализованной в 1886 году. Монарх, который любил сказки и обожал оперы Вагнера, решил построить себе настоящий рыцарский замок в средневековом стиле. Разве мог Людвиг II знать, что его убежище на юго-западе Баварии станет самым сказочным замком мира? Ведь когда его увидел сам Уолт Дисней, то восхитился настолько, что сравнил его с вратами в подлинный сказочный мир. Аладдин. Тадж-Махал, Индия. Действие мультфильма «Аладдин» происходит в вымышленном волшебном арабском городе Аграба. Конечно же, в реальном мире сказочного города не существует. Прототипом Аграбы стал индийский город Агра, в котором находится одно из 8 чудес света и самая посещаемая достопримечательность Индии – Тадж-Махал. Вопреки всеобщему заблуждению, Тадж-Махал – это не храм и не дворец, а именно гробница. Она была построена в 17 веке 5-м императором Индии в память о горячо любимой умершей жене. Это место стало своего рода символом богатства и роскоши, и нет ничего удивительного в том, что художников из студии Диснея во время создания дворца Аладдина вдохновило именно это здание. В нарисованном дворце живут Аладдин, Жасмин и Султан. Его стены такие же белые, как и стены Тадж-Махала, и многие другие архитектурные особенности также напоминают о нем. Мулан. Запретный город, Пекин, Китай. Китайскую столицу для мультфильма «Мулан» мультипликаторы студии Дисней скопировали с реального Пекина. Зачем искать сложные пути, если можно выбрать самый легкий? Создатели вдохновились запретным городом и воссоздали такую же архитектуру, такие же планы зданий и площадей. Запретный город — это крупнейший дворцовый комплекс в центре Пекина, главный дворцовый комплекс китайских императоров в период с 15 до начала 20 века. Отсюда Поднебесной правили 24 императора династии Мин и Цин. Почему дворец называется «Запретный город»? На протяжении 500 лет его истории здесь мог жить только император и его семья, придворные, чиновники, и все остальные жили за стенами этого огромного города. До 1925 года простым смертным вход сюда был строго запрещен. Сейчас это таинственное место открыто для туристов. «Принцесса и лягушка. Болото Манчак, США». Действие мультфильма «Принцесса и лягушка» происходит в Новом Орлеане. Все ключевые локации повторяют реально существующие улицы и дома. Причем наиболее похожим на оригинал является французский квартал. К тому же болота Луизианы под названием Манчак стали прототипом болотистых рек Нового Орлеана. Местные жители называют их «болото призраков» и верят в легенды, что место проклято. Эти мрачные и таинственные места все стараются обходить стороной, и даже птицы пролетают мимо. А вот так вышло, что мультяшные болота с огромными деревьями, обвитыми мхом и аллигаторами, прячущимися в мутной воде, существуют в реальном мире, в штате Луизиана. В такую трясину попадают главные герои и встречают там новых друзей. Кстати, вы тоже можете посетить это место во время лодочной экскурсии и послушать жуткие сказки про болото, призраков и колдунов. Горбун из Нотр-Дама. Собор Парижской Богоматери, Франция. Здесь уж совсем очевидно, что кафедральный собор в Горбуне из Нотр-Дама был срисован с собора Парижской Богоматери в Париже.
А как же иначе? Построенный в 1345 году католический собор Нотр-Дам является одной из главных достопримечательностей Парижа. До пожара, случившегося в апреле 2019 года, собор ежегодно посещало примерно 13,5 миллионов человек. Удивительно, но до начала 19 века французы считали это здание нелепым, безобразным и уродующим город. Благо, что, написав роман «Собор Парижской Богоматери», Виктор Гюго смог вновь разжечь любовь к собору. В его культовом произведении собор является одним из главных действующих лиц, и, вероятно, именно Гюго следует благодарить как за возможность по сей день любоваться собором Парижской Богоматери, так и за возможность смотреть прекрасный диснеевский мультфильм «Горбун из Нотр-Дама». «Русалочка». Замок, в котором проживал возлюбленный Ариэль принц Эрик, также существует в реальной жизни. Его прообразом стал средневековый замок Шильон в Швейцарии. Правда, стоит он не на берегу моря, а на скале на берегу Женевского озера, неподалеку от города Монтре. Здание представляет собой комплекс из 25 элементов разного времени постройки. Именно такие замки, как Шильон, изображают в детских сказках с каменными башнями разных мастей, увенчанными остроконечными крышами из красной черепицы и, конечно же, флагами. Но в реальной истории тысячелетнего замка нет ничего сказочного. За время своего существования он успел побывать и резиденцией герцогов Савойских, и крепостью, и тюрьмой, а с 19 века здесь находится музей. Кстати, этот замок также является главным местом действия поэмы Джорджа Байрона «Шильонский узник». Холодное сердце. Отель де Глейс, Канада. Наверное, мало кто подозревал, что роскошный ледовый дворец Эльзы из мультика «Холодное сердце» не вымышленный, а очень даже реальный. Он был срисован с настоящего отеля в пригороде Квебека. Отель, сделанный полностью изо льда, открывает свои двери для посетителей каждый год в период с января по март. Ежегодно ледяной отель отстраивается заново. Любой желающий может забронировать номер и провести ночь в настоящем ледяном замке. Кстати, владельцы отеля не забывают о копии их детища в мультяшном мире. Они создали тематический номер Frozen – ледяную спальню принцессы Анны и ее сестры Эльзы. Кроме того, если вы заглянете внутрь, то наверняка заметите, что декор из мультяшного замка Эльзы отчетливо напоминает интерьер канадского отеля. Вверх. Водопад Анхель, Венесуэла. Анхель – самый высокий водопад в мире, который стал прототипом райского водопада из мультфильма «Вверх». Его общая высота составляет 979 метров, почти целый километр вверх. Водопад настолько высок, что большая часть воды распадается на мелкие капли и становится туманом, не успевая долететь до земли. Благодаря этому несколько километров леса вокруг водопада постоянно окутаны густым туманом. Расположен Анхель в Венесуэле на территории национального парка Канайма. Трогательный дедушка Ворчун из мультфильма «Вверх» после смерти жены отправляется в великое путешествие к райскому водопаду. Он летит в Южную Америку, привязав тысячи воздушных шариков к своему дому. И в реальности добраться к водопаду также можно разве что по воздуху, ведь он находится в труднодоступных джунглях Венесуэлы, и туристических троп к этому месту не существует. Рапунцель. Запутанная история. Мон-Сен-Мишель, Франция. Из-за волшебных локонов принцессу Рапунцель еще в младенчестве похитила злая ведьма и надолго заточила в башню. Прототипом для города в мультфильме «Рапунцель» послужила крепость Мон-Сен-Мишель в Нормандии, одно из самых красивых мест во Франции. Крепость расположена на возвышенности на удаленном от суши крошечном острове и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Аббатство и древнейший городок вокруг него существуют на острове с 8 века. Полноценным городом, конечно, это поселение в несколько десятков человек не назовешь. Но вот памятником архитектуры вполне можно. Каждый день прилив и отлив отрезают остров от материка. Это явление можно наблюдать со стен крепости. Поистине сказочное место. Красавица и чудовище. Регион Эльзас, Франция. Помните уютный городок, в котором жила со своим отцом Бель из «Красавицы и чудовища»? Мощенная площадь, милые домики, утопающие в зелени и цветах, были срисованы с реально существующих деревенских улиц во французском регионе Эльзас. Одно из самых красивых и сказочных мест расположено недалеко от границы с Германией. Точно неизвестно, каким именно населенным пунктом вдохновлялись создатели мультфильма. Ведь в Эльзасе много красивых и колоритных улиц. Но если будет возможность, загляните в такие деревни, как Риквир, Бергхайм, Миттельбергхайм и Эгисхайм.
Они входят в список самых красивых деревень Франции. В каждой из них вы найдете разноцветные средневековые домики, мельницу на речке, винные погреба, бескрайние виноградные поля и центральную площадь с фонтаном. Да-да, с тем самым фонтаном, где пела Белль. «Белоснежка и 7 гномов». Алькасар Сеговии, Испания. Мечтали ли вы в детстве прогуляться по замку злой мачехи Белоснежки? Ваши детские фантазии могут воплотиться в реальность. В жилище коварной злодейки доподлинно просматриваются очертания замка Алькасар, расположенного в испанском городе Сеговия. Этот дворец, построенный в XII веке, возвышается на вершине скалы у слияния двух рек. Алькасар Сеговии, что буквально переводится как «крепость Сеговии», это средневековый замок, который был сооружен как крепость, но в разное время служил королевским дворцом, государственной тюрьмой, королевским артиллерийским колледжем и военной академией. Дворец построен в испано-мавританском стиле, самым старинным постройкам почти 1000 лет. Сегодня здесь создали музей, где можно увидеть портреты, мебель, коллекцию оружия испанских королей и даже тронный зал фактически в первозданном виде. Храброе сердцем. Замок Донатар, Шотландия. Замок Данброх из мультфильма был создан по образцу средневекового замка Даннаттар. Величественное сооружение стоит на скале, окруженной морем, на восточном побережье Шотландии. Рыжеволосая принцесса Мерида из мультфильма жила в очень похожем замке, окруженном с 3 сторон морем и скалами. На самом деле замок Даннаттар – это действительно неприступная крепость, хорошо защищенная от внешних нападений. Так, например, в 17 веке замок служил укрытием для королевской короны Шотландии во время вторжения Оливера Кромвеля. Первая крепость была построена на этом месте уже в VII веке. До наших дней сохранилось 11 строений XIII века, несколько тайных ходов и пещер. Ныне замок Донаттар носит статус руины, но продолжает внушать трепетный восторг и успешно привлекать туристов с кинематографистами. На этом у нас все, друзья. Знаете ли вы еще какие-то прототипы дворцов и ландшафтов, которые Дисней взял из существующих известных рукотворных и природных объектов? Если да, то делитесь с нами в комментариях.